Звук захлопнувшейся двери эхом прокатился по старинному особняку в пригороде Флоренции, заставив Селесту Мартини, молодую служанку, вздрогнуть. Она работала в доме всего несколько недель, но с первого дня чувствовала, что стены этого места хранят слишком много тайн. Хозяин особняка, предприниматель Данте Кавальканти, появился в коридоре быстрее обычного. Его шаг был тяжелым и напряженным. Селеста заметила, как его взгляд зацепился за ее шею, где на тонкой цепочке висел небольшой золотой кулон в форме розы. Единственная вещь, которая осталась у нее с раннего детства. Данте был уверен, это украшение принадлежит его семье. Он объяснил, что ювелир во Флоренции создал таких кулонов всего 2. Один сейчас носит его мать, а второй принадлежал его младшей сестре, которая исчезла более 20 лет назад при загадочных обстоятельствах. Услышав об этом, Селеста почувствовала, как внутри все обрывается. Она всегда знала лишь одно: ее приемные родители нашли ее 4-летней девочкой на вокзале в Болонье, без документов и с этим кулоном на шее. Обстановка в доме накалилась. Домашний персонал, старшая служанка Мария и садовник Карло невольно стали свидетелями происходящего и вспомнили, что в день исчезновения ребенка в семье Кавальканти действительно происходили странные события. Слова сотрудников только усилили тревогу Данте и заставили его вызвать полицию. Прибывшие следователи изучили кулон и подтвердили: работа уникальная, тонкая гравировка соответствует стилю известного флорентийского мастера, умершего много лет назад. На внутренней стороне кулона была выгравирована буква «И», инициалы исчезнувшей девочки по имени Эсперанца Кавальканти. Селеста впервые задумалась, что ее собственная история может быть куда глубже, чем она когда-то предполагала. Полиция предложила провести тест ДНК, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Данте и Селеста согласились. Ожидание результатов затянулось всего на 2 дня, но казалось вечностью. В особняке царила тишина, каждый жил в напряженном ожидании ответа. Когда результаты пришли, стало ясно: совпадение составляло 99,9%. Селеста действительно оказалась пропавшей много лет назад дочерью семьи Кавальканти, Эсперанцей. Эта новость перевернула жизнь всех участников истории. Для Данте это был конец многолетнего поиска и болезненных воспоминаний. Для Селесты — неожиданное обретение семьи и прошлой жизни, о которой она не знала ничего. Вместе они отправились к матери, проживавшей неподалеку от Флоренции. Женщина мгновенно узнала в Селесте свою дочь, даже спустя десятилетия. На столе в ее доме лежал второй кулон, точная копия того, что носила Селеста. 2 золотые розы, наконец оказавшиеся рядом, стали символом воссоединения. Для Селесты началась новая глава — возвращение в семью, которую она потеряла в раннем детстве, и обретение той части своей истории, которая всегда была покрыта туманом. Особняк, казавшийся ей полным секретов, стал домом, к которому она принадлежала с самого начала.